Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Неожиданности и сюрпризы августа. Давайте узнаем, что для вашего знака зодиака подскажут карты. Жизнь наша не бывает полностью предсказуема. И часто мы думаем, что все вроде бы просчитали или контролируем. И в самый неожиданный момент что-нибудь происходит. Увы, это бывает. Это не говорит, конечно, о том, что расклад будет в тему. Но давайте допустим альтернативные варианты развития событий. Или просчитаем, предположим, может быть, в какой из сфер жизни могут произойти какие-то, пусть лучше приятные сюрпризы, чем неожиданности. И кому интересно, я приглашаю всех на свой сайт. Я оставлю в описании под видео ссылки, как и на сайт. У меня там есть разные статьи. Есть и гороскоп до конца 2024 года. Есть уже и таро-прогнозы на 2025 год. Кому интересно, переходите, смотрите, читайте. Итак, мы смотрим, и вы тоже смотрите. Что нам подскажут карты? Мои дорогие скорпионы, у вас с кем-то ссора, прямо вот как на начало. Иногда это внутреннее состояние, как послевкусие после какой-то ссоры или неприятного события. Нож. Давайте раскроем дальше, что нам пояснят, может быть, карты. И я не могу сказать, что это что-то значимое в вашей жизни, потому что то значение, которое могло бы с ним выпасть, оно как раз не выпадает. Но для кого-то из вас это ссора с близким человеком. Или у кого-то буквально, это явно не для всех будет, когда был какой-то союз, который, может быть, сначала разрушился де-факто, а потом выяснения через суд идут или какие-то согласования вам приходится делать по части финансов. У кого-то дети, у кого-то недвижимость, но у каждого здесь по-своему. Вот такого рода вопросы могут тоже быть, потому что выпадает семейная очаг, и как раз впереди нож. Поэтому есть какие-то моменты. Может быть, у кого-то банально, извините меня, какой-то прибор вышел из строя, и вы досадуете именно дома. Такое тоже может быть. Или это просто даже два каких-то, ну, совершенно полярных события, или просто вот нам говорят о том, что дела домашние. Вы, может быть, дома в отпуске находитесь и что-то благоустраиваете. Но есть еще и то, что вы можете досадовать, или то, что вам может не нравиться. Идем дальше. Ну, и я должна сказать, где-то планетарно также вы подводите некоторые итоги. Вам выпадает карта креста, точнее значение. И это мы говорим как по судьбе. И вот как раз в гороскопе планетарной, там как по судьбе. До конца 2024 года скорпионы должны все расставить по местам. 25-й год, он несколько иной. И принять во внимание то, что сложилось, то, что произошло, то, что мы уже не отменим. Или пусть это касается даже области отношений, но тоже ведь мы могли думать, что что-то будет развиваться очень хорошо, продуктивно, но пошло каким-то своим чередом. Поэтому выводы все равно делаете какие-то. Мы идем вперед. Нет, я все же больше склонна к тому, что вот этот вот нож, да, или ну вот это либо ссора, либо какое-то неприятное известие, это само по себе. Но тоже где-то момент того, что когда вы расставляете правильно приоритеты. А что касается домашнего очага, тут наоборот все хорошо. Вам выпадает, посмотрите, как раз, ну, как в одной проекции, и костер или символ домашнего очага, и ангел. Это доброжелатель, который в вашем доме, в вашем окружении. Это либо любящий человек, либо тот, кто за вас переживает, мои дорогие. Такие есть в августе. Точно. И от него какие-то радости, наоборот. Вот, может быть, знаете, банально, есть какой-то вопрос, по которому вы думаете, где-то получится, не получится что-то осуществить, или решится какой-то вопрос, или не решится. Вот, скорее всего, все решится, что-то вас порадует. И тогда я могу предположить, что как раз ваш ближайший круг
тот, кого вы введете, может быть, в курс конкретного дела, будет за вас болеть душой. И вот эта группа поддержки, ну, вам дважды будет как-то легче, веселее, и радость эту вы сумеете разделить именно с тем человеком, кто к вам относится искренне. Будет место и радости, и флирту, и кот, когда выпадает, это у нас кот, это флирт. Это некоторая такая игра или игривое настроение. А для кого-то из вас, знаете, что может быть? Иногда именно вот в этом цыганском пасьянсе, когда выпадает крест и венок, решение о том, что мы будем проживать вместе, или теперь мы будем парой, или мы оформим наши отношения. И пусть какая-то прежняя, может быть, история заканчивается у кого-то, еще пока последние штрихи, кстати, и такое я могу предположить, то уже где-то на пороге совершенно что-то новое. У кого-то может быть и так. Но есть радость. Ну, в жизни, наверное, у нас так и бывает. Бывают и минусы, но приходит и что-то более счастливое, доброе, это точно. Смотрите, мои дорогие скорпионы, вас кто-то любит. Мало что ангел, так еще и лебедь. Лебедь достаточно не так часто выпадает почему-то. Не всегда и не у всех он сходится. Или не в какие-то, не все периоды. Так вот, два значения. Это у нас верность и любовь. Вот действительно кто-то верен вам, воспринимает вас такими, какой вы есть или какая вы есть. Тема любви у вас не на последнем месте в августе, как и личных интимных отношений, это правда. Так, и, ну, может быть, и какие-то согласования. Или обустройство дома. Так, пока с вами разговариваю, смотрю, что еще совпало. Больше совпадений я не увидела. Напишите, если вы заметили, и мы обсудим. Давайте на картах Таро неожиданности и сюрпризы. Первая у нас карта неожиданности, первый ряд. Достанем 3 карты. Каковы же неожиданности? То, что мы не ожидаем. Больше я, конечно, рассматриваю эту позицию, ну, с таким возможным минусом. А сюрпризы как раз с плюсом. Итак, неожиданности для скорпионов. А ничего плохого. Карта умеренности. Тут, значит, что бы тут ни было, может быть, что-то завершается. Это правда, вот как я говорила по первому значению. Карта умеренности. Куда-то не торопиться. Может быть, все своим чередом идет. Отчасти эта карта напоминает, особенно в этой колоде, карту мир. Когда у нас и эмоциональное равновесие, когда мы на то, что не можем изменить, тоже как-то смотрим хладнокровно. Невозможно нас зацепить, на что-то вывести, когда нас больше как раз радует. Поэтому это не про неожиданность, это про обратное совсем, про то, что, вот как я сказала, все идет своим чередом. Без какой-то синкопы, но все же неожиданности. Но вот, может быть, выбор какой-то нужно сделать. У кого-то это в отношениях выбор, у кого-то в отношениях по работе, а у кого-то выбор, как поступить. Может быть, какое-то известие придет, и вы будете обдумывать, как. Тогда нам карта умеренности говорит, ты не торопись. Есть определенная дуальность. Вот, кстати, в этих 2 картах. Может быть, у кого-то выбор между партнерами. Умеренность, да, дева держит 2 кубка. Один с водой, другой с огнем. То есть где-то есть эмоции, но где-то есть уже и холод. И вот это сбалансировать нужно. Поэтому арканом умеренности выпадает. У вас это получается сделать. И значит, вот этот выбор вы какой-то можете сделать очень правильно продуманный. Давайте я еще достану одну карту. Я не могу сказать, что это неожиданность. Скорее, это тут какая-то история не новая, но, может быть, именно в августе нужно определяться. С чем-то, либо с кем-то. Неожиданность для скорпионов. Я перевернула колоду. Нулевой аркан. И здесь как новая работа, новые отношения, какое-то новое дело, новая тема, новое творчество. Именно в этой колоде карт, посмотрите, у нас всегда эта карта полна позитива и каких-то инсайтов. И хоть она и означает хаос перед началом творения, но шут у нас показан как маг. Он жонглирует всем зодиаком.
Поэтому, с одной стороны, это ваши возможности, но где-то и вы словно на начальном периоде. И у кого-то, да, вот после этого выбора, как новая глава жизни, вы как переворачиваете страницу своей собственной истории. И вот эта карта, мы говорили о судьбоносности вашего решения или каких-то событий в этот период августа. И нужно быть осмотрительному, надеяться самим на себя, что-то просчитывать, ну, насколько это возможно, на пару шагов вперед. Собой не рисковать. Вот эта карта советует. Минимизировать какие-то риски, это точно. Сюрпризы давайте узнаем. Для скорпионов. Каковы же сюрпризы? Это может быть как поездка или переезд. По этой карте и смена работы может быть. Изучение чего-то нового. Это карта мужества, когда у нас хватает мужества идти вперед. Вообще эта карта называется заслуженного успеха. Но это не тот успех, который вот именно теперь, в этом месяце определяется. А это еще какой-то путь вам нужно пройти перед этим успехом. И я говорила, до конца года вы с чем-то действительно определяетесь даже планетарно. Вот как бы транзиты так настраивают Скорпиона. Некоторые акценты расставить по местам или сыграть в каких-то отношениях, делах, вопросах последний аккорд, чтобы потом вам это прошлое где-то не мешало. И шестерка мечей – это как раз и есть тот путь, который отчасти или наши решения, которые должны зависеть от того, какой мы путь избираем, раз, чем нам нравится заниматься или с кем мы хотим быть, два. И вот та траектория сама по себе движения – это три. Вот, наверное, не совсем дуальность, а где-то три таких 3D формат у вас. Но это в сюрпризах. Значит, какие-то возможности будут. А для кого-то из вас это поездка в отпуск, и так тоже может быть. Или, мои дорогие, приезд человека к вам. Давайте мы спросим, каковы еще сюрпризы для Скорпиона. Может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеет там асцендент, приезжает буквально к вам, или вы отправляетесь к нему. У кого-то это может быть человек, который создал себя сам. И если мы говорим хаос перед началом творения по шуту, то королева Пентакли, она как раз из хаоса умеет создать порядок. Вы будете действительно порядок в целом наводить. И это карта, когда мы нашу мечту, чем и отличается королева Пентаклей. Сначала ее задумку или то, что она формирует в ментальности, в своем сознании, она потом воспроизводит уже на практике в реальной жизни. Вот и вы как-то определитесь, расставите свои приоритеты и будете отстраивать свое благополучие. И я не могу сказать, что здесь есть какая-то турбулентность или какие-то внезапности. Ну, даже если что-то и приходит со знаком минус, то вас ранить невозможно, потому что это уже где-то пройденное. Вы отстраиваете новое качество жизни. Даже если вы один или одна. Но я бы сказала, один или одна, есть смысл отправиться куда-то, потому что, кто знает, может быть такое знакомство. Паш мечей, вопросы детей могут быть. Могут быть вопросы, связанные с детьми в тех парах, когда вы уже расстались, да, дети есть. Вот мы об этом в самом начале где-то говорили, когда смотрели с вами цыганский пасьянс. И здесь нужно что-то согласовать, хотите или нет. Может быть, как в сюрпризах, как раз и выпадает возможность с кем-то договориться, как с прежним супругом, супругой, или решить какие-то вопросы, если вам, допустим, нужно вашего ребенка обучать, может быть, уже в высших учебных заведениях. Иногда может свидетельствовать эта карта, и с учетом того, что рядом у нас королева Пентакли, как оплата тогда за обучение. Или какая-то ваша новая стезя, которая как сюрприз будет для вас либо предложена, либо вы сами увидите какое-то направление. Но это карта честности. И поэтому вы в сюрпризах будете больше настроены на то, чтобы любую новость перепроверить. Вот я вижу так. Давайте мы спросим карту совет на август. Вот правда, пятерка жезлов. Я ее называю информационный хаос. Доверяй, но проверяй. И карта говорит о том, что информации будет много, и она будет разношерстная, и людей, возможно, много. У каждого какие-то свои задачи, видение процесса, прогресса. Каждый может от вас тоже что-то хотеть своего.
А вам нужно просто подумать, правильно оценить обстановку, стоит ли вам в этом участвовать или нет. Является ли эта тема, вопрос, прогрессом для вас? Или это какая-то пустота? Вот совпадают. Вот по пажу мечей всегда очень хорошо мы наводим порядок по пятерке жезлов. Вот по этому информационному хаосу. Мы докапываемся до сути, мы докапываемся до правды. И тогда у нас все расставляется по местам. Давайте еще карту совет. Все то, что я сказала, рыцарь мечей, это могут быть такие поездки для вас, когда что-то вы не сумеете отложить на потом. Может быть, это как раз вот со значением, которое у нас выпал нож. И это могут быть как и проверяющие, или когда вам нужно отправиться куда-то в высокие инстанции, что-либо согласовывать, подписывать документы. Это могут проходить и люди в погонах, это могут проходить налоговые службы. Ну вот какие-то учреждения такие, перед которыми мы либо отчитываемся, либо у них есть четкий регламент, и нам нужно по их регламенту каким-то образом провести согласование. И тогда дважды нужно быть как и честным самим собой и видеть какую-то реальность. Себе не замылить глаза. С одной стороны, как, может быть, и иллюзиями или тем предположением, как предположение хотя бы, что само разберется. Нет, вот тут что-то не разберется, вам придется именно участвовать в чем-то. Или когда мы, наоборот, на себя можем сомнения или мрака какого-то нагнать и надумать больше, чем нужно. А здесь вот нужно видеть по факту. Или какие-то изучить для вас документы. Или какое-то новое дело, может быть, даже углубиться, изучить, чтобы понимать, откуда ноги растут. Или что это можно продолжать, или нет. Поэтому держите руку на пульсе. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.